Ну, давай, 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 шевели своими роликами. Принтер совсем состарился. Опа, 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 опа. Вот он, наш будущий красавец, я надеюсь. Сейчас нам предстоит небольшой апгрейд. Концепт такой будет. Он стоит над трупиком своей жертвы, победно поставив на него свою лапу. И, повернув голову, вроде как кричит, немного расправив лапы. Типа, это мой добыча. Это моя добыча, чуваки. Перематываем видосик. И вот уже каркас готов. Немного у меня осталось полимерочки коричневой, цернит, но похоже не хватит. Возьму в этот раз прямо акцент. О как. У меня она завалялась, и пока она живая, надо ее куда-то применять. Кстати, на эту работу ушел вот такой вот кусочек, 57 грамм, стандартный, кроме головы. Туда я... Капец, какая она твердая, эта глина. Проблема в том, что она, похоже, засохла. Так неплохо. Ну да ладно. Такие небольшие кусочки я размягчаю в руках и выкладываю постепенно корпус ему. И цвет неудобный, и блестки, и цвет неудобный. Хорошую глину взял, да? Ну да ладно. Ну и потом надо эту тоже попробовать. Хотя она такая с блестками. Это тут вообще ни к чему не сдалось. По итогу могу сказать, что глина хорошо себя вела после запекания. Несмотря на то, что изначально подсохла. На финальный результат это не сказалось. Ура! Ну, вот такую позу я хочу сделать. Примерно. Так все норм пока. Такой он некрупный динозавр должен быть. Смотрите, тут я грудной отдел сделал таким образом. В виде яйца. По форме сверху, если смотреть на тело Дилафа. Ну и хвост тоже не толстый был у него. Такой тоненький. Немножко еще добавить надо будет. Полимерочки. Самый крупный теропод своего времени. Я считаю, этот динозавр весьма недооценен. Я уже не говорю про парк юрского периода, где дилофазавру просто плюнули в лицо, уменьшив его значительно в размерах, снабдив его этими непонятными капюшонами и всякими там плевками. Мы видим, каким он был вот тут вот в фильме Пипиу и дилофазавр в реальности Пипиу. А ведь сейчас, глядя на него, и время, и место, так сказать, его проживания, можно сказать, это весьма грозный и довольно интересный хищник на самом деле. В кладограмме он занимает начальное место в дереве развития теропод. Вот динозавры у нас, ящеротазовые пошли дальше, тероподы, и вот он вот тут вот. И относится к одноименному семейству, дилофазаврид. В этом семье мы, кстати, также видим представителей с причудливыми, похожими украшениями на голове. Найден этот род, и он же вид, в единственном экземпляре, дилофазавр уэтерили. Найден в отложениях формации Каента в США 185-195 миллионам лет назад. В это время, как мы видим, уже произошли серьезные разрывы и образование будущих материков. Также в формации в этой из динозавров присутствовали целоризоидные тероподы, скутелозавр, сарозавр, о нем, кстати, чуть позже я расскажу и покажу. Еще один неопределенный теропод Каентовинатор. А последний, кстати, я думаю, возможно, и мог составить ему конкуренцию. Но по нему слишком мало останков, чтобы делать хоть какие-то выводы. А вот дилофазавр из всей этой компашки останков, пожалуй, наиболее серьезный и интересный динозавр своего времени, и тем более своего региона. К тому же скелет дилофазавра довольно хорошо сохранился, включая и череп. Дилофазавры достигали 6-7 метров в длину, примерно 1,2 в высоту в холке и масса в районе 400 кг. В сухом остатке особенности дилофазавра. На что обратить внимание? Двойной гребень с пимпочками сзади, примаксила, то есть этот излом в челюсти. Довольно сильные передние лапы для теропода. И некрупное телосложение. Начинаем с зубов. Они довольно длинные и загнутые. Их я делаю отдельно и уже потом вставляю в челюсти. Пошли дальше. Его гребень. Самое важное отличие дилофазавра, по которому его узнают, двойной гребень. Интересная такая форма у него.
неповторимое. Такое ощущение, что как будто его топором по голове жахнули и один гребень на две части разбили. Сам гребень в адекватном состоянии сохранился только у одного экземпляра, так что подключаем фантазию, и возможно у других особей они могли быть разной формы, но я в этом сомневаюсь, думаю вы тоже. Кстати, был еще один очень похожий на дилофазавра динозавр, это Драковинатор, но он имел определенные анатомические особенности, что и дало возможность его выделить все-таки в отдельный вид, род, в отдельный род. Так, вот тут нужно в гребне добавить, кстати, такой небольшой отросточек, он там по идее вполне мог быть, если учесть тем более различную кератиновую оболочку, наросты. Вот уже последний этап, вставляю глаз в глазницу, дальше все разглаживаю, делаю веки. Мне остается только создание всяких там чешуйчик и пластиночек на морде. На свой вкус, так сказать. Проявляем, черт возьми, фантазию. Этим мне ведь и нравится лепка этих динозавров. Но в рамках разумного. В рамках разумного. Хотя можно и пошалить немного. В стиле Спилберга, да? Как-то так я ему разукрасил голову. Ну что, мне нравится. Теперь конечности. Как я и говорил, довольно крупные передние грабли и 3,5 у него там пальца торчат. Туда я устанавливаю готовые когти. Итог, что для меня важно в лепке этого динозавра? Во-первых, как я и сказал уже, он должен быть, точнее не должен быть громоздким. Довольно подвижный динозавр. Изящным и хрупким, конечно, его не назвать. Что-то среднее. Передние лапы довольно крепкие для теропода, имеет 3 пальца, один чуть короче, 2 длинных, ну и один совсем маленький, рудиментный. Задние конечности с достаточно крупными ступнями и пальцами. Ну и, конечно, его череп. Это отличительная особенность. Помимо формы и размера, есть и всем известные особенности его башки. Опа-опа, опачки. А это что у нас тут такое и зачем я его показываю, думаю, догадались. Это сарозавр, найденный в той же формации, что и дилофазавр. Как я и говорил, я еще к нему вернусь. Небольшого размера, примерно чуть больше 4 метров в длину, и он являлся родом базальных, то есть примитивных зауроподоморф. Проще говоря, прадедушкой будущих исполинов, динозавров. Берем фоточку жертвы, синенькую в этот раз полимерочку, Craft and Clay. Потом, конечно, проволоку для каркаса. Ну, в этот раз я не буду долго пыхтеть над этим чуваком. Просто потому, что, во-первых, мне нужна только одна сторона его, потому как он будет позировать мне лежа. Это вроде как труп. Ну и если мы назвали его трупом, детальки можно тоже опустить. Вот так примерно он будет мертвым. Сейчас отредактирую форму. Он такой вроде как пузатый немного. Что касается, мог ли дилофазавр на них охотиться, это, конечно, не факт. Вообще все тут не факт в этой палеонтологии, потому как сами факты этого найдены не были. Ну и потом окончательная роль дилофазавра в пищевой цепи не ясна. Его место в жизни, так сказать, не определено. То падальщик, то хищник. Но я считаю, он вполне мог охотиться на того же сарозавра, а не только питаться рыбой, например. То есть старых и больных, или тем более детенышей, он запросто мог завалить. Если это учитывать то, что охотился один, он мог ведь не один. И вы это поймете, увидев итоговый результат работы. А, да как же так, я забыл рассказать про еще одну важную особенность черепа дилофазавра. Посмотрите на его верхнюю зубную кость. Это причелюстная кость. Видите, такая необычная излом в зубном верхнем ряду. Это, кстати, и наводит на мысли, что он мог рыбу ловить. Вполне себе. Также о том, что я говорил раньше, споры о его образе жизни. А да, еще сразу же, вот отросток, про который я говорил, когда лепили, помните? Возвращаемся к нашему синему и слюнявому. И приклеиваем лапы. 5 пальцев у него на передних конечностях и на задних, включая маленький один, рудиментный, тоже 5. Дальше разговариваю и делаю складочки. Кстати, череп сарозавра сохранился. Не полностью, конечно, но сохранился. И это здорово для такого динозавра. Теперь самый последний этап. Я наношу ему травмы.
несовместимые с жизнью, так сказать. Глаза я сделал белыми, как будто он их закатил. Не повезло этому динозавру, сарозавру, как вы поняли. Не дорос он пока до неприлично гигантских размеров своих будущих братьев и сестер, диплодоков всяких там, зауропосейдонов, аргентинозавров, барозавров и еще множество всяческих других великанских великанов. Как таковой травы тогда вроде как не существовало. Ну, сделаем какие-то зеленые насаждения, так сказать. Такая у меня локация. Состоит также из открытой почвы, каких-то камней, палочек тут набросал я. Такая, вид такой мокрый какой-то после дождя земли. Само место, где будет располагаться добыча дилофа, я отметил заранее. И он будет приклеен в этом месте намертво, суперклеем. Если что, вполне логично, если он мертвецки мертв. Таким вот образом я сделал, в общем, несложную вполне локацию. Да, еще важная деталь. Глину такого цвета для подобных работ брать не советую. Берите темнее, она удобнее, все видно лучше. Ну, хотя это, конечно, дело вкуса. Раскрас. Раскрас дилофа нашего, конечно, может быть разным. Я выбрал что-то среднее, такого вот зеленоватого, возможно, добавлю ему каких-то полос на хвосте, например. Ну и гребень темно-красный, малиновый. Оба! Да, готовченко. Супер. В этом видео я процесс самого покраса опустил. Сразу покажу уже готовую работу. Такую мини-диораму. К слову, первую у меня на канале. До этого я лепил фигурки отдельно. Сейчас вот такая простенькая диорама. В планах есть, конечно, и посложнее. Значит, так, этот динозавр из тех, что я слепил, самый маленький. Точнее, будет сказать правильнее, он не маленький, а у него все маленькое. Голова маленькая, зубы, пальцы и так далее. Сам-то он довольно такой, ну, размером с эротозавра того же самого. Пришлось повозиться, конечно, с этими мелочами. Камера... Плохо, что камера не совсем правильно передает и цвет, как всегда. Но в целом он такой зеленоватый, слегка желтый на пузе и коричневые пятнышки сверху на спине. Обитал он, возможно, рядом с водоемами. А рядом с водоемами у нас, конечно, всегда практически растительность. Я думаю, какие-то леса. Вот, возможно, там и получилось найти этому типу свою неосторожную жертву. Мирно прогуливающуюся динозавру. Давайте посмотрим на голову. Это самое главное. Форма и выражение его физиономии. Довольный. Зубы все на месте. Острые, кровавые. По ним стекает теплая сарозаровская кровь. Язык, конечно, тоже в ней. Как таковых губ у них, скорее всего, не было. На челюстях, скажем так, кровище стекает. Мучитель, в общем. Глазища у меня такого белого цвета получились с серым оттенком. Думаю, смотрится хорошо. Хотя, например, желтоватый оттенок сюда, возможно, был бы и тоже кстати. Ну вот, что мы тут видим по итогу. Сарозавр и море крови. Повреждения тут, царапки разные такие тут. С этой стороны сейчас покажу главное. В этом месте у меня у шеи разодрано и ниже тоже. Несколько раз в этих местах. За шею держал долго, вырывался травоядный и тем самым сильнее рвал эти места. И на спине тоже царапки от когтей. Про подставочку еще не сказал. Это у меня вот такая подставочка. Кто знает, это у меня 8 номер в коллекции моей. Здесь по нему все данные, высота, длина, где обитал, где был найден, куда относится и так далее. И вот тут тоже я добавил немного крови. Я думаю, будет к месту. Возможно, например, хищник схватил за лапу сарозавра, и тот потерял темп, и уже потом его за шею схватил. Ну, в общем, додумайте сами.
Хвост я свесил таким вот образом. Я думаю, такой прикольный, прелестный вариантик будет. Да, и этого дилофазавра я слепил по просьбе одного из подписчиков. Так что пишите вам ваши варианты. Я всегда рассмотрю. Если обещал, если под ними будет много лайков, сделаю видео. Все, пока!